Что, друзья, привет! Вы снова на канале Колесников. С вами я, Денис Колесников. Мы продолжаем знакомство с нашим китайским плейлистом, как мы это сказали в предыдущем обзоре на Lisang L7. И вот, надолго не откладывая, у нас появляется на обзоре уже его конкурент. Это Seres Aito M7. Это автомобиль, который поставляется к нам официально с апреля 2024 года. Но сегодня у нас на обзоре именно Aito M7. Это его предшественник, который сейчас остался официально только на китайском рынке, а к нам как раз возит Seres. Поговорим о его отличиях, об отличиях между этими двумя версиями, сравним с Lisang, с остальными, соответственно, нашими привычными немецкими бэушными автомобилями. И, в общем, этот автомобиль стоит порядка 6 миллионов рублей, от 650 тысяч. И Seres M7 стоит уже от 7 290. И заодно как раз поймем, в чем складывается эта разница, за что стоит доплатить, а за что такая доплата кажется великоватой. Ну что, поехали! Ну а начинаем мы традиционно с истории. Пойдем в хронологическом порядке. В начале 20 века была реклама школы игры на пианино, которая гласила примерно следующее. Я подошел за пианино, и когда я сел за него, они смеялись надо мной. Но когда я стал играть... И этот автомобиль навевает примерно такие же ассоциации. То есть вы, обладая автомобилем с довольно скромным внешним видом, который не выделяется в потоке, который ничего о себе не заявляет, в общем, то, что это какая-то громкая электричка. То есть, да, Lisang и те же BMW, Mercedes внешне гораздо громче. Но вы обладаете автомобилем, который обладает все тем же потенциалом. Разгон 5 секунд до сотки. Он не сдувается и после 100 км в час. То есть в этом автомобиле есть достаточный потенциал между внешним видом и его внутренней составляющей. Выглядит он скромно, а едет как надо. Как ни странно, вы будете обладать очень индивидуальным автомобилем, потому что пока что их продажи исчисляются буквально сотнями. При этом этот автомобиль окутывает вас комфортом для повседневного использования внутри. Проверьте его, особенно в режиме Hyper, это довольно впечатляющее ускорение. При этом машина, не являясь каким-то спорт-кроссовером типа X5M, да, жестким там и не совсем таким семейным вариантом на каждый день, но он классно в себе сочетает комфорт для семейных передвижений, для путешествий, вот этот вот приятный, добродушный внешний вид и довольно злую езду с перчинкой, если вы этого захотите. Китайцы нащупали вот это вот золотое такое зерно, да, и нащупали они его в том, что называется последовательный гибрид. Европейцы от него отказались, потому что последовательный гибрид это немножко странно, не устраивает вот этих вот экологов европейских. То есть ты вроде как про электричество, да, и как будто бы про вот эту экологию, но у тебя все равно на борту там бензиновый генератор, и поэтому как будто бы ты не до конца экологичен. В Китае же, я так понимаю, там больше отношения с экологами попроще, и поэтому они за эту концепцию уцепились, и, на мой взгляд, забегая вперед, я скажу, что эта концепция самая подходящая, по крайней мере, для России. Потому что, да, как мы уже говорили в случае с Lisang, ты можешь не париться, как на электромобиле, что ты сейчас где-нибудь высохнешь там полностью, у тебя не останется киловатт в твоих батарейках, и ты просто встанешь посреди дороги. А в этом автомобиле понамешана куча брендов. В принципе, у китайцев то, как они жонглируют этими брендами, разобраться очень сложно, но мы постарались, и сейчас эту историю поведаем и вам, друзья. То есть здесь у нас замешаны Huawei, давайте считать по пальцам, Dongfeng, здесь замешан Seres, соответственно, который ранее назывался SF Motors, и Seres называется только с 2018 года. Ну и здесь замешано Aito. А Aito это бренд, который появился уже при слиянии SF Motors и Huawei. Huawei, в принципе, развернул большую программу, так сказать, помощи, но не малому бизнесу, а автопроизводителям китайским. И Huawei по 3 возможным направлениям проводит, соответственно, поддержку этих автопроизводителей. То есть это поставка просто железа и программного
программного обеспечения. Huawei производит свою батарею, которая, в принципе, сейчас занимает одно из лидирующих мест на рынке. Называется она Huawei Drive One. Устанавливается вот помимо этих автомобилей, она также устанавливается на Voya Free. А Voya, кстати, ее тоже производит Dongfeng. Если вы, например, не знали, то здесь тоже такая взаимосвязь. Сам же Dongfeng — это третий по величине, по масштабу и по количеству производимых автомобилей китайский автопроизводитель. Существует он аж с 1969 года. И вот с 2003 года совместно с Dongfeng SF Motors, вот вышеупомянутая компания, которая с 2018 года переименована в Ceres, открывают совместное предприятие с долями 50/50. Собственно, с тех времен они сотрудничают, но первый свой кроссовер они выпустили лишь с 2016 года. В 2016 они залистились на шанхайскую биржу, соответственно, к ним потекли деньги. И то есть первый кроссовер совместного вот этого предприятия Dongfeng и SF Motors, это как раз стал DFSK Glory 580, он же Fengong 580. И если на него посмотреть чисто визуально, то он уже внешне отсылал к этой машине. Но эти вот DFSK Fengong, они, соответственно, предназначались для стран вроде пакистанского рынка, часть на китайском и так далее. И они еще изначально шли просто с бензиновыми двигателями, 1.5, 1.6. Ну, соответственно, мы можем понять, что это были за автомобили, с какой динамикой и так далее. Такого в обертке премиум на российском рынке точно было бы не продать. И примерно в то же время SF Motors, вот этот Ceres с 2018 года, они открывают Research and Development Center в Калифорнии, выкупив производственные мощности American Motor Corporation. На этих заводах также, например, производились джипы, именно марки Jeep. Также производились гражданские автомобили Hammer и даже, например, Mercedes-Benz R-класса. И вот в январе 2019 года подписывается соглашение с Huawei о совместном производстве. Возможно, исследования в этом Research and Development Center, в общем, привели ребят к тому, что надо подписать соглашение с Huawei о совместном производстве. Потому что, видимо, ребята в Huawei все-таки побольше в этом, возможно, преуспели. И поэтому подписано соглашение о совместном производстве с Huawei. А Huawei к тому моменту развернул уже целую программу по поддержке вот этих автопроизводителей китайских. По одному из направлений Huawei может поставлять вам просто железо, то есть это батареи, это программное обеспечение, это, например, камеры, лидары. По второму направлению там уже более глубокое внедрение, соответственно, спецов Huawei. И третье — это максимальное. Но второе и третье уже заключаются в том или ином участии специалистов Huawei в дизайне, в маркетинге, в продажах. И Huawei, соответственно, делится с вами своими точками продаж. И, например, вот в случае с Seito они планируют в 2025 году развернуть уже 1000 точек продаж в Китае. Особенность в том, что в привычных нам вот этих шоурумах Huawei, где покупаются ноутбуки, смартфоны, у нас теперь выставлен еще и автомобиль Aito, Aito M5, Aito M7. То есть их можно прийти, пощупать прямо в торговых центрах, внутри вот этих вот шоурумов Huawei, пообщаться, проконсультироваться. Ну и, по сути, даже внести предоплату. В результате подписания соглашения о совместном производстве автомобилей между SF Motors-Ceres и Huawei появляется бренд Aito, под которым изначально на внутреннем китайском рынке производился первый их кроссовер, совместное творение, это Aito M5, который также сейчас можно приобрести на нашем рынке. Бренд назвали Aito не случайно, то есть это аббревиатура расшифровывается как Adding Intelligence to Auto, то есть добавляем интеллект к автомобилю, что, в общем-то, как нельзя лучше подходит Huawei. Концепция, которая читается в этих автомобилях, наверное, можно ее назвать таким тихим премиумом. Мы сейчас еще более подробно расскажем, что, как и почему. Но, собственно, потому что это премиальные автомобили, и да, они тихие. Двойные стекла, отсутствие привычного нам ДВС, от которого идет тяга, преимущественная тяга именно на электромоторе, они всему этому благоволят. Aito M5, он был основан на также уже выпускавшемся до этого кроссовере Ceres SF5, и модель была еще из 2019 года. И его даже сейчас можно найти в России под названием Evolute iJet.
Также в апреле 2022 года подписывается соглашение с крупнейшим китайским производителем батарей CATL, или как CATL пишется, да, сроком до 2026 года. И его доля, вот этого производителя на мировом рынке батарей, между прочим, в 2023 году составила 37%. Ну, то есть больше трети, понимаете, да? Большие ребята. Единственный, то есть, момент по технике, который мне до сих пор непонятен, это в итоге Huawei-овская батарея или вот этот CATL. И есть подозрение, что в Eitu стоит Huawei-овская батарея, Huawei Drive One. Возможно, в Ceres стоит батарея от CATL, ну, потому что там вот эта вся нежелательность Huawei, и бренд Ceres изначально создан с расчетом на экспорт. Хотя, если посмотреть в историю его создания, происходит вот это слово Ceres от древнегреческого слова, которое означает Китай. Ну, в общем, китайцы как-то вот так вот тонко потроллили мировые рынки, да. В Ceres вы уже не найдете ни одной надписи Huawei, какие встречаются здесь, безусловно. Но, тем не менее, технологические автомобили максимально похожи, и даже если там разные батареи, то есть здесь Huawei, там CATL, ну, по характеристикам этого незаметно. То есть, при том, что Ceres уступает где-то 10 лошадиных сил в общей мощности, да, ДВС плюс электродвигатели, но когда у вас их 449, согласитесь, это нелегко заметить. Таким образом, из-за нежелательности присутствия компании Huawei на экспортных рынках для Китая, с 2022 года эти же машины начинают производиться под брендом Ceres, ну а Eito остается исключительно для внутреннего китайского рынка. И вот в 2022 году бренд Eito выходит на рынок. В первые часы начала продаж бренд Eito собирает 20 тысяч заявок буквально в первые 3 часа, а в первые трое суток за 72 часа они собирают 60 тысяч заявок. Это какие-то умопомрачительные цифры, учитывая, что всего в 2022 году они продали 76 тысяч автомобилей. То есть, если так посмотреть, практически 90% они продали в первые трое суток. Интересная статистика. В 2023 году Eito продали на мировом рынке уже 94 тысячи автомобилей. Но Li Auto все еще впереди, и в 2023 году их продажи составили 376 тысяч. То есть больше, чем в 3 раза Lisyan впереди. На нашем же рынке все немного сложнее. С сентября 2023 года эти автомобили продаются у нас под брендом Eito. И мы помним, что в марте 2023 года по всему миру автомобили начали переименовываться в Ceres из Eito. До нас это доходит официально. И с 2024 года, с апреля, эти автомобили у нас также называются Ceres. Ceres M5, Ceres M7 и M9 флагман. Что касается продаж в России, мы помним, что Lisyan L7 это такой серый кардинал нашего серого же рынка параллельного импорта. И продажи этих автомобилей, несмотря на отсутствие официальной поддержки, идут уже на тысячи. То есть порядка 10 тысяч в первом квартале автомобилей они продали в первом квартале 2024 года. Эти же автомобили пока продаются скромнее. И за первый квартал этого 2024 года продажи автомобилей Ceres шли пока лишь на сотни. Классный цвет вот этот голубенький, он не греется на солнце. То есть у нас сегодня пекло, 31 градус для понимания, да, стоим посреди асфальтового поля. Стоишь и думаешь, что темную тачку после такого себе покупать больше не хочется, потому что, ну, на темных машинах, соответственно, сегодня можно жарить яичницу просто. Ну, в общем, хороший цвет. Их, кстати, 5 у этой машины и 4 варианта отделки салона. Так, раз уж мы находимся у передней части автомобиля, давайте поговорим про сравнение внешнего вида, поскольку здесь с Ceres тоже есть некоторые отличия. Основное это вот эта вот сплошная фара. Тоже как у Lisyan, что-то подобное реализовано здесь для Eito, но у Ceres M7 там у нас будет уже как бы только левая и правая фара, они будут раздельными. Да и, в общем-то, по внешним отличиям это основное. Здесь у нас также расположены, ну, лидар, камера переднего вида. В принципе, автомобиль, конечно, оборудован камерой 360. Работает она хорошо. Еще пока мы находимся здесь, в передней части автомобиля, отметим вот эти передние стойки. Обзорности они особо не мешают, хотя, да, вынесены немного вперед. Но что важно отметить, даже проводились определенные тесты, то есть бывают эти крайне неприятные ДТП, когда машина уходит под фуру, под прицеп. Эти стойки рассчитаны в том числе на такие ДТП, потому что выполнены они из высокопрочной стали, которая
которая используется в производстве субмарин, соответственно. А в остальном в автомобиле очень много алюминия. То есть это чем-то похоже на концепцию, по которой производятся Land Rover и Jaguar. Для того, чтобы максимально снизить вес автомобиля, у нас здесь много алюминия, и поэтому на выходе получаем какие-то 2,5 тонны. По поводу внешности давайте поговорим. Во-первых, вот эта вот линия задних фонарей очень похожа на Tiggo 7 Pro Max. Ну, отчасти, соответственно, на Geely Manjaro. И Exida, да. На Exida тут и сзади, и спереди. Но нам прям показалось, что такая мысль, как будто бы китайцы нарисовали один дизайн задней кормы на всех, и там дальше его уже как-то по-своему интерпретировали. А по поводу крышки, да, здесь, то есть, ну, я бы в целом сказал, что автомобиль выглядит достаточно индивидуально. У меня ощущение, я на нее смотрю, она мне напоминает Q7, вот прям, которую мы недавно смотрели с тобой. Мне больше GLS напоминает, именно вот в обводах, вот в этих мягких линиях, особенно с надписями MB Rus, конечно. Кто ездит и на Audi или просто знает эти машины, вот, ну вот эту темку, да, мы можем оттуда хорошо помнить. То есть у Audi вот так вот открываются, там, у Q5, у Q7 вот эти крышки багажника, что у нас остается здесь полностью такое открытое пространство. Вместе с фонарями открывается крышка. Ну и давайте посмотрим уже сам наш сегодняшний автомобиль. Длина М7 чуть больше 5 метров. Ширина автомобиля, он, кстати, достаточно узкий. На нем достаточно удобно ездить в городе. Мне это понравилось, потому что, обладая, в принципе, большим, условно 6-местным автомобилем, ты можешь протискиваться в достаточно узких дворах и делать это с комфортом. Габариты на автомобиле ощущаются замечательно. Высота автомобиля 1775 мм. Размер колесной базы 2820 мм. В движение автомобиль приводится гибридной силовой установкой, также последовательный гибрид, как и Voya Free, как и Lysian L7. Здесь у нас в совокупности 449 лошадиных сил и что-то вроде 675 момента. Пуляет машина как надо, это мы проверили. До 100 км в час у нее по паспорту где-то 4,8 секунд, но по факту давайте ориентироваться где-то на 5 при хорошем держаке. Но что понравилось, она особо не сдувается даже там после 100 км в час. То есть разгон уверенный где-то до 130, практически как с нуля. По поводу тормозов, то есть на этом автомобиле хочется поговорить и про тормоза, потому что несмотря на свой довольно такой, ну, скромный, да, мне кажется, не вызывающий внешний вид, в отличие от того же Лисянга, кстати, она, в принципе, располагает к тому, чтобы похулиганить. Похулиганить можно. Здесь хорошая сбитая подвеска, при том, что здесь стойки Макферсон спереди, сзади многорычажка. Здесь нет пневмы, как на L7. Для тех, кто привык к пневме, наверное, будет минусом. Но при этом я могу сказать, что здесь у нас 21 установлены колеса, в них сейчас накачано 2,7 атмосферы, но машина отлично работает с неровностями, со стыками. Вот единственный некомфортный момент, который заметил, когда хорошо под тягой преодолеваешь стыки мелкие, но немножко есть дискомфорт. Но это надо учитывать момент, который мы даем на колеса. И то есть там само по себе с таким моментом преодоления стыков, оно может быть не очень комфортным, потому что машина просто может немножко стремиться в срыв, так сказать. Возвращаясь к подвеске, в общем, комфортно даже на 21 колесах, несмотря на то, что здесь просто пружинная подвеска, работает она как надо. Проверьте сами, друзья. По поводу тормозов я хотел сказать. По своему вот опыту за пару дней, то, что покатался, мне недостатка тормозов я лично не выявил. То есть мне понравилась их отзывчивость, обратная связь. И, в принципе, мне не удавалось их перегреть. Вот, при том, что у нас сейчас 35 градусов показывает столбик термометра в машине. Но у меня немножко вызывают вопросы вот такой дизайн колесных дисков. Они, безусловно, красивые, классные. Ну, выглядят они круто. Есть еще 20-е, это опциональные колесики. Но у меня вопрос, как здесь будут охлаждаться тормоза. То есть, опять же, повторюсь, я за пару дней вот на температуре 35 их пока не перегревал. Здесь есть вот у нас спереди такие дефлекторы, которые проводят воздух куда-то в район колесной арки, да, но это все еще не направленные дефлекторы, которые ведут там, вот как на BMW устанавливаются, допустим, бывают отдельные дефлекторы, которые спереди, изнутри подводят охлаждение к колесному диску. Да, по поводу комплектации, у нас на обзоре Eito M7 Luxury. Всего же у Eito
две комплектации, во всяком случае, поставляемых в Россию. Это Luxury и это Flagship. Flagship, наверное, кто-то из, ну, если вы интересовались китайскими автомобилями, они почему-то часто используют именно вот это вот слово, потому что Luxury, несмотря на такое громкое название, здесь это базовая комплектация. Но, правда, стоит сказать, что автомобиль в базе укомплектован достаточно солидно. Значит, в комплектации Flagship, как мне сказали, там 21-е диски, то есть здесь у нас хоть и лакшери, но, видимо, они как опция здесь установлены там или как-то еще. Также у флагшипа есть доводчики, да, если кому это привычно. Ну, соответственно, здесь его нет. Вот. И во флагшип также у нас суперчарджер. То есть, если вы живете в частном доме, вам вместе с автомобилем максимальной комплектации подарят, так сказать, суперчарджер, с которого вы в 2 раза быстрее, чем от обыкновенной городской сети, сможете заряжать автомобиль. Но, тем не менее, это не 15, там, не 30, не 45 минут, как я лично ожидал, услышав слово суперчарджер, да, это все равно порядка 3-4 часов просто вместо там 6-8 от обыкновенной сети. А так, в принципе, к этому автомобилю приобретается отдельное обыкновенное зарядное устройство для городских сетей. Так, примерно вот такое зарядное устройство, в принципе, продается дилерам. 30-40 тысяч рублей оно стоит, по их сообщениям. Вот, здесь видим 2 больших шнура. Основное отличие Ceres M7 от ATO M7 в том, что в Ceres идет вход зарядки, соответственно, под европейскую вилку. В ATO он будет под Китай, соответственно, нужно будет доукомплектовываться переходником. Ну, в принципе, здесь в остальном все как обычно. То есть один порт под стандартную зарядку и один порт под суперчарджер. Батарея у нас здесь на 40 киловатт. В Лисяне она на 43 киловатта. Но при этом общий запас хода в Лисяне заявленный это 1300 километров, а здесь 1100 километров. Ну и в принципе все. Дальше пользуйтесь. Стоимость киловатт-часа зарядки, если вы на быстрой зарядке в городе хотите зарядиться, ориентировочно 25 рублей. И также вот порекомендовали мобильное приложение Two Chargers. Я думаю, можем в порядке как бы рекомендаций, не рекламы, порекомендовать его всем тем, кто начинает только погружаться в мир электроавтомобилей. Какие же я выводы для себя сделал по именно характеру движения? Наиболее предпочтительно все-таки этот автомобиль рассматривать не как электромобиль, а именно как гибрид и двигаться в режиме Prefer Fuel, то есть когда он отдает предпочтение движению именно на бензине. Это позволяет гораздо эффективнее сохранять заряд, то есть у вас постоянно происходит, особенно там в кастом режиме, у вас происходит серьезная рекуперация энергии. Также здесь есть режим, когда автомобиль может даже во время стоянки, если он там шумом никому не мешает, заряжать за счет своего бензинового генератора батарейки там вплоть до 80%. В таком режиме мне понравилось, то есть у меня вчера было порядка 50% заряда на нем, когда я возвращался домой. 50% заряда это уже меньше 100 километров, это где-то 70 километров именно на батарейках автомобиль может проехать. Но за счет бензинового генератора и за счет того, что я включил режим сильной рекуперации сегодня, пока ехал там порядка 70 километров вот до места встречи с Владом, за счет генератора по пути у меня батарейка зарядилась с 50 до 80%. Рекуперация на этой машине работает, в общем-то, как следует. И у меня общий пробег, который доступен на электро плюс бензине, не снизился. Также у нас здесь, ну, слева заряжаем, справа заправляем топливом. Бензина вмещается 60 литров и бензин это 95-й. Ну, простой нюанс. Мы 2 дня искали, как открыть капот на этой машине. Всего лишь-то дело в том, что рычажок расположен, ну, сильно правее, чем обычно. Как видим, большого смысла открывать капот здесь нет. Здесь расположен бензиновый генератор. Это бензиновый двигатель, соответственно, объемом 1.5. Называется он H15RT. Возможно, владельцам и будущим владельцам будет интересно посмотреть, что это за генератор такой у них стоит. Производство он, судя по всему, Dongfeng, ну, в принципе, оно и логично. И называется именно в категоризации Dongfeng Lantu SFG 15TR. Все здесь под заглушечками, под такими симпатичными. ATO. Вот, соответственно, видим наш бензиновый генератор, он там находится. Ну и также здесь что? Здесь горловина для залива омывающей жидкости. Важное отличие
Aito M7 и Ceres M7, то что на Ceres'ах есть подогрев бачка омывателя. Опять же, кстати, тест-драйв этого автомобиля в зимних условиях, ну так, в качестве рекомендации можно посмотреть на канале Антон Автоман. У нас сегодня не совсем такие суровые зимние условия, как мы можем видеть, у нас скорее суровые летние. Но автомобиль также держится неплохо. Делаем вставочку. Движуха происходит снаружи. У нас, значит, вот эта вот пугающая история с работой генератора. Мы на самом деле, ну, либо если кто-то знает, как вот он, должен ли он так работать шумно, или это какой-то глюк. В общем, при включении, особенно режима Custom, при режиме Prefer Fuel, да, то есть предпочтение бензина, на 2-3 тысячах работает там порядка минуты двигатель. Это немножко пугает, когда ты рядом с ним находишься. То есть если бы я еще приобрел этот автомобиль сам, я бы прям тут же начал бы там обрывать трубку дилеру. И, мол, что у меня с машиной, должно ли так быть. Интересный нюанс, то есть, если кто-то знает, должно ли так быть, отпишите в комментариях, мы тоже попробуем это у MB Rus выяснить. Так, оказываясь в салоне Aito M7, ты сразу обращаешь внимание на такой приятный, окутывающий дизайн интерьера. От Nissan L7 здесь отличают, наверное, более сдержанный в целом дизайн, более сдержанные тона, особенно если сравнивать с автомобилями с оранжевыми, достаточно популярными салонами. Мне кажется, что такой вариант, он более консервативен, безусловно, но в то же время из-за этого он может дольше приедаться, скажем так. Плюс мы сошлись во мнении, также обсуждая вот с Владом, то, что здесь материалы, в них как будто бы видишь большую износостойкость, больший задел прочности, больший запас прочности. По поводу интерьера, значит, здесь у нас все сиденья, все 4 сиденья, они с подогревом, с массажем и с вентиляцией. В Ceres добавляется подогрев рулевого колеса, здесь он также сделан, можно посмотреть, в принципе, на то, как он выполнен именно качественно, но здесь это сделал дилер. Порядка 50 тысяч рублей цена вопроса, перешивают руль кожей Напа и добавляют вот такую кнопочку справа, но кнопка сделана классно, на самом деле у нее и текстура, и цвет пластика полностью подобраны под тот пластик, который здесь используется с завода на рулевой колонке. Обращает внимание на себя качество материалов, то есть опять же обсуждали с представителями бренда, дерево здесь или кожа, даже с представителями MB Rus мы сошлись во мнении, то, что скорее это все-таки не дерево, а пластик, и также здесь в основном использована эко-кожа, но также кажется, что если автомобиль как будто бы про экологию, да, вот эта вся эко-повестка, которую активно используют производители электроавтомобилей, то как будто бы они имеют на это некоторое право, учитывая, что это не происходит в ущерб качеству материалов. То есть здесь все приятное на ощупь, везде, куда бы мы ни добрались своими руками, здесь качественный мягкий пластик, который приятен на ощупь. Очень нравится, как реализована вот эта вот зарядочка. Соответственно, здесь у нас двойная зарядка для 2 больших смартфонов. Она с охлаждением, что летом позволит вашим айфонам не перегреваться. Классно то, что здесь сделана вот эта алькантара, да, замша, потому что, ну, по сравнению с зарядками, на которых резина, это просто высший класс, в общем, как она воспринимается. Также крутая вот здесь вот алькантара на дверных картах. Аудиосистема Huawei Sound, еще одна история, которая отличается с Ceres. То есть здесь Huawei Sound, у нее 19 динамиков, общая выходная мощность 1000 или даже чуть больше ватт. В Ceres там аудиосистема идет поскромнее на 11 динамиков. Но давайте про преимущества. Ceres все-таки этот автомобиль дороже. Вы получите полную русификацию уже с завода, у вас будет нативный CarPlay, нативный Android Auto, вы сможете пользоваться бесшовно своими телефонами. Мне этого за 2 дня использования этого автомобиля после BMW, где, естественно, есть там CarPlay по старинке, сильно не хватает. То есть пользоваться навигатором, вот этим вот всем, смотреть камеры под штрафы, сильно, конечно же, удобнее, привычнее, когда у тебя есть нативный CarPlay. А здесь получается огромный дисплей, но как бы ты его не можешь особо использовать. Также в Ceres у нас есть 3-зонный климат-контроль, более привычный для автомобилей премиального класса. Здесь у нас только 2-зонный климат-контроль лево-право. И также у меня по климату есть некоторые вопросы. Вот здесь менюшка у нас климат-контроля. Мы видим, что здесь управление
направлением дефлекторов происходит только в этом меню. То есть у вас нет физических ручек, за которые можно поддергать и позакрывать ваши дефлекторы. Какой неудобный кейс из недостатков, на что наткнулся. То есть девушка попросила закрыть один дефлектор. Ну, часто такое бывает, да, дует, вам в то же время остается, ну, приятно получать прохладу. Я так и не понял, так и не разобрался, как здесь закрыть один из дефлекторов. Никак на этой графике у меня это не получилось сделать, и, соответственно, нет никаких физических ручек на них, на самих. Не очень понятно, не очень удобно. И если кто-то знает, как этим пользоваться, поделитесь, пожалуйста, в комментах, если я просто не разобрался. Также в меню климата здесь видим, что у нас здесь замеряется уровень частиц PM2,5. Классная фишка, мне кажется. Ты получаешь информацию о чистоте воздуха. В целом здесь уделено большое внимание эко-безопасности, экологичности материалов. В салоне действительно вкусно, хорошо, качественно пахнет новым автомобилем. На тестовом автомобиле пробег 2355 км, поэтому здесь еще сохранен, так сказать, в полной мере. Далее про климат. Здесь еще одна приятная фишка. В подлокотнике у нас находится идущий в комплекте вот такой вот фрешнер. Здесь у нас идут в базе 3 аромата, которые можно попробовать, и далее уже какой вам наиболее понравится, заказывать. Ну, также, в общем-то, аудитории Mercedes-Benz, аудитории BMW в нашей стране история привычная. Вот. Но от того не менее приятная, что она здесь также реализована. Удобная ниша здесь также есть под центральным тоннелем. Ну и давайте дальше про различия Eito и Ceres. Прямо по порядку. Значит, про подогревы, про обогревы сказали. В Ceres'ах там, в принципе, реализован зимний пакет, потому что машины адаптируются при заказе дилером под русские зимы. Дорожный просвет одинаковый. И, кстати, насколько я увидел, 15 сантиметров всего в нижней точке у этих автомобилей. Но, благо, в высоких точках он все-таки повыше. То есть, по крайней мере, спокойно можно передок закидывать на бордюр и так далее. По обогревам, значит, здесь нет обогрева стекла ни в одной из комплектаций, но в Ceres'ах будет обогрев руля в базе и будет обогрев омывателя. И также омыватель камеры заднего вида. Обогрев сидений будет и в Eito, и в Ceres'ах, как переднего, так и заднего ряда. Двухзонный и трехзонный климат-контроль, соответственно, да, в Ceres'е получаете трехзонный климат-контроль. Также здесь только в комплектации Flagship Eito доступны доводчики дверей. В Ceres'ах они будут идти в единственной комплектации. Ceres поставляется, называется она премиум. Следующее отличие — это электропороги. Здесь есть пороги, но они как бы просто физические такие небольшие. В Ceres'е будут электропороги, которые будут выезжать, соответственно, при необходимости при открытии двери. В Eito M7 также есть в базе видеорегистратор, на который можно, во-первых, сделать фотографии прямо в салон, если вы, допустим, хотите сфотографироваться всей семьей, а также его можно использовать для зум-звонков, и в то же время он может снимать вперед. То есть это видеорегистратор, который также от компании Huawei, и в китайской версии автомобиля он снимает постоянно. В европейской из-за GDPR и так далее он снимает только при ударе по автомобилю. То есть вот такая вот функция. Возможно, это как-то разблокируется, чтобы съемка происходила при движении постоянно. И, наверное, основное преимущество мультимедиа, как уже сказал, здесь в Ceres'е вы получите нативный CarPlay, нативный Android Auto. Здесь у вас Harmony OS, и поэтому есть ограничения, свойственные автомобилю для внутреннего китайского рынка, коим Eito M7 и является. Значит, краткий обзор вот этого мультимедиа устройства. Мне показалось, что здесь внизу можно было бы вынести еще, например, режимы движения. Поначалу казалось неудобным, что нужно заходить сюда, здесь выбирать драйвинг и только здесь уже выбирать режим движения. Но потом нашли то, что все-таки привычно для андроида, да, здесь вот эта вот панелька быстрого доступа, и вот здесь выбираются режимы движения. Давайте коротко о них поговорим. Лучше зайдем в подробное меню. Здесь, если нажать Information, вот этот вот значок, можно посмотреть более подробно, из чего состоит каждый режим. Соответственно, эко-режим, мягкая акселерация, да, высокая Energy Recovery, то есть высокая рекуперация энергии. Вы это можете ощутить, когда отпускаете газ, автомобиль начинает заметно притормаживать именно за счет рекуператора. Управление в комфорте, то есть более мягкий руль. Далее комфорт. Все в стандартном режиме, руление также в комфорте. Спорт, интенсивное ускорение, стандартный режим Energy Recovery и спортивное управление, чуть-чуть более такой азартный, чуть-чуть более
тяжелый руль, скажем просто. И кастом — это хайпер режим ускорения, то есть самое ударное ускорение ощущается. Energy Recovery также высокая, как в Эко, и управление также в спорте. Лично мне показалось, что в кастоме на самом деле машина ощущается отлично. То есть если вы любите ездить активно, что мне понравилось, вот как в Мерседесах, как в BMW, есть там включаешь спорт режим, машина начинает становиться дерганой. То есть она очень дерганно реагирует на газ. Даже если вы как бы легко нажимаете газ, то машина все равно на него реагирует крайне остро. Здесь, даже вот в этом режиме Hyper, ну, если вы мягко работаете с газом, машина едет очень плавно. И только когда вы притапливаете как следует, то тогда она как бы рвет, да, как надо. То есть мне понравился этот режим. Плюс у вас хорошая рекуперация, как уже сказал, то есть за счет нее можно накидывать, особенно во время трассовых каких-то даже не очень продолжительных поездок, там в районе 50 километров. Продолжим по меню. Соответственно, вот эти также режимы, которые сверху на профиле вождения, предпочитать электричество, автоматический режим, когда автомобиль сам выбирает балансировку, и предпочитать топливо. На мой взгляд, опять же, оптимальный режим — это предпочтительность топлива. Driving Overview. Да, давайте сейчас посмотрим, как у нас по статистике поездок. То есть вот в реальном режиме, друзья, средняя скорость 35 км в час и средний расход 9 литров. Это при том, что, ну, простым языком говоря, на автомобиле, в общем-то, дубасили, наверное. То есть мы проверяли динамику, как автомобиль едет свои 5 секунд в режиме предпочтительно на топливе. Ну, то есть, я так понимаю, выйти за 10 литров на этом автомобиле должно быть очень проблематично. Вот. А в принципе, когда я забирал машину, у него средний расход, при том, что это, ну, тестовые автомобили, на них обычно достаточно активно ездят. Средний расход у него был порядка 7,5 литров. То есть, в принципе, автомобиль при своих 2,5 тоннах, при ускорении 5 секунд до 100, показывает неплохие результаты топливной экономичности. Так, мы были в режиме драйвинг, да, но это как бы основное меню, которое будете нередко использовать, либо настроите разово под себя, да. Мне кажется, вот кастом и prefer бензин, да, можно, в общем-то, использовать постоянно, хорошие режимы. Вот. Ну, также здесь автохолд, помощь при спуске, стабилизация, да, которую можно отключить, если хочется там зимой где-то похулиганить. Благо, надежность электроприводов, она позволяет это, кстати, делать без всяких проблем. Плюс охлаждение батарей, ну, зимой с этим не должно быть больших вопросов. Quick контролы, да, то есть открыть багажник, открыть окна, открыть крышу. То есть в Лисяне было вот неудобно, потому что не было физического открытия. Здесь есть физическое открытие крыши и люка. Классно, удобно, респект. Мне бы вот хотелось еще где-то здесь физическую кнопку на режимы движения. Просто странно, даже там в Хавейлах делают физические кнопки там управления климатом. Я думаю, что зимой вот этим вот пользоваться для управления климатом будет не очень круто. Ну и нюанс, который я выше озвучил, что тут с дефлекторами делать, как ими отдельно управлять, но что-то вообще непонятно. С другой стороны, конечно, да, вау-эффект создает. И прикольный режим Swing — это когда у вас, ну, как в кондиционерах домашних, да, у вас, то есть, есть перемещение воздушного потока вокруг вас, такое последовательное, постепенное. Соответственно, сидушки, где у вас расположены, это у нас управление комфортом, похожее меню, как в Лисяне, подогрев, вентиляция, массаж. Ну и Auto Lounge, это сейчас покажем, соответственно, вот это сиденье с так называемой нулевой гравитацией. Опять же, как мы посчитали, история про маркетинг, про УТП, про вау-эффект. Массаж здесь на 3 категории, соответственно, поясница, спина, плечи. Включаются они отдельно. Вот. Массаж для всех 4 седаков. Да, вентиляция, обогрев. Обогрев включить? Нет, не надо. Ну и главное меню. Да, возвращаемся в главное меню. Есть режим ознакомления с автомобилем. Если знаете китайский, должно быть полезно. По мультимедиа, то есть здесь просто подключаем телефон по Bluetooth, во всяком случае, пока у нас вот как-то это все не взломано, да. У меня немножко иногда там что-то сначала подглючивало, но, может, я сам не разобрался, сейчас уже нормально. То есть включаешь музычку. Ладно, пойдемте дальше оборзевать и обозревать наше меню. Ну, здесь можем увидеть, как у нас расположена батарейка в этом автомобиле. Да? Есть режим Easy Find, когда вам в Auto приложение на телефоне машина отправляет фото окружения, где вы ее припарковали. И вот эти вот режимы, сейчас мы их отключили, потому что во время съемки они мешают, но в принципе вот за это хвалил уже китайцев в видео с Лисяном. Здесь это тоже есть, то есть подходите к автомобилю, отходите, подходите, открывается автомобиль, отходите, закрывается. Все логично, все классно, то есть ничего не надо дергать.
просто работает автоматически и, в принципе, работает четко. Также из интересного есть режим Cabin Comfort, то есть здесь можно выставить, это такой климат-контроль, чтобы автомобиль в то время, когда вас нет в нем даже, поддерживал в нем определенную температуру. Ну, допустим, вот летом отходите в магазин, да, можно включить, чтобы машина поддерживала температуру в диапазоне определенном. То есть здесь можно сделать именно какой-то диапазон, который вам там приятен. Вот. Но вот сейчас, вот, допустим, установлено, чтобы машина поддерживала 23 градуса. Вот, нужно достаточно долго поддержать, чтобы выйти из этого режима. К слову, да, конечно, если батарея в процессе этого поддержания разряжена до 20%, то автомобиль автоматически отключит этот режим. И даже если у вас выставлено предпочтение электричества, машина все равно включит бензиновый генератор и начнет его подзаряжать. Соответственно, освещение, да, то есть это кастомные подсветки. Любой здесь можно абсолютно выставить цвет, в общем-то, из палитры. Ну и также управление светом фар. По свету фар здесь особо сказать нечего, он не какой-то активный. Здесь есть автопереключение ближнего-дальнего, за поворот он не заглядывает, там как-то какими-то сегментами, там как BMW Adaptive LED что-то не выделяет. В общем, ну, нормальные светодиодные фары без каких-то особенностей. Energy Driving уже посмотрели мы эти пункты, да. Ассисты. Я выключил ассистент удержания в полосе, который постоянно говорит о том, что ты пересекаешь разметку. Я выключил предупреждение о мертвых зонах, потому что очень часто в Москве в плотном трафике, ну, ты перестраиваешься, ты, в принципе, видишь, что все окей, но она тебя все равно предупреждает, что там кто-то есть. Ну, да, в Москве плотное движение. Проекция здесь классная, она, кстати, ненавязчивая, потому что здесь выводится на нее минимум информации, скорость, знаки, да, и, в общем-то, ассистенты. Как в Лисяне, здесь нет настолько богатой проекции, но здесь это не напрягает. То есть, опять же, в целом, концептуально, да, эти автомобили в чем-то проще, чем Лисян укомплектованы. Вот пневмо, да, проекция там. В дизайне в целом они проще, консервативнее. Но я понимаю, что есть аудитория, которая этого и ищет. Из того, с чем у меня происходит ассоциация, это вот такой шведский лагом, да, это концепция, которая там в шведских автомобилях, вот в Volvo в частности, закладывается. Вот это автомобиль про безопасность, про семейность, но при этом который может как бы при желании зажечь. Он может быть и автомобилем для водителя, у него хороший баланс автомобильности именно для водителя и для пассажиров. Но, правда, говоря о пассажирах, мы пришли к выводу, что хорош этот автомобиль для двоих, он хорош для троих, ну и он хорош для четверых. Если у вас есть потребность в частой перевозке по какой-то причине пятерых уже людей, да, пятерых человек, то здесь, конечно, будут определенные сомнения. То есть вам либо понадобится другой автомобиль, либо вам понадобится общаться с дилером по поводу заднего дивана, про который мы сейчас более подробно расскажем. Ну и дальше, соответственно, здесь управление звуком, Huawei Sound, прикольный режим Headrest Audio. В чем его особенность? Мы включаем, опять же, Private Mode. Я включаю музычку и уже слушаю ее только я. То есть Влад сейчас сидит сзади, и он сейчас музыку не слышит. Ну, почти не слышит. Ну, реально... То есть он может ехать и спать, а я могу ехать там свои 2000 километров и как бы пить энергетик, слушать музыку, там все дела. Вот. А ваши дети, ваша семья могут отдыхать сзади. Это прям классный режим. И также, ну, если вам кто-то звонит, вам теперь не обязательно говорить: да, алло, Света, ты на громкой связи. Вы можете просто включить вот этот Private Mode и поговорить с человеком, ну, соответственно, в нем. Классная история. Ну и, соответственно, одним легким движением руки этот тумблер выключаем, и у нас снова все качает на весь салон. Прикольная штука, я прям одобряю. И Engine Sound Simulator, вот это вот, ну, от той штуки, которую одобряем, надо перейти к той, которую не одобряем. Включаем его. Вот это рыка. Да, то есть здесь выбираются... Фраст какой-то. Что это за фраст? То есть, если вдруг вы ощутили за рулем этого автомобиля, что вам очень не хватает родного бензинового рыка, то вы можете включить вот этот режим, но он настолько примитивен и ужасен. Отмечают абсолютно все в обзорах, поэтому лишний раз долго задерживаться на этом не будем, но да, этот режим ужасен. Мы его выключаем и наслаждаемся тишиной, свойственной автомобилям этого класса. Да, двойные стекла все-таки.
Можно также активировать, деактивировать сигнализацию о том, что сзади не пристегнуты ремни. Ну, тоже прикольно, что она управляется. Ну и дальше Huawei Assistant. Честно говоря, я с ним много играться не пробовал, потому что, ну, есть подозрение, что он здесь как минимум понимает только китайский и английский. До тех пор, пока вы не перепрошили этот автомобиль, большого смысла для многих из нас он не имеет. И дальше System, да, то есть здесь видим, соответственно, какая установлена система. Опять же, да, на Aito это Harmony OS, в Ceres это будет обыкновенный, более привычный Android. В принципе, все, с меню мы закончили. Красивые фоновые рисунки. Погнали обозревать дальше. По передней части что еще важно сказать? Два подстаканника не охлаждаемые, небольшие, то есть 1,5-литровые и литровые бутылки сюда не поставите. Про ниши сказали, внизу классная ниша, 2 Type-C, то есть можно ноутбук положить, там заряжать. Крутая, действительно большая, крупная ниша. Слева небольшой бардачок для личных вещей водителя. В целом передняя панель сделана классно, все мягкое, дизайн, ну, по мне, очень крутой, стильный, она матовая, не отсвечивает на солнце, классно сделаны вот эти вот динамики, здесь вот этот красивый Huawei Sound. Ну, то есть дизайн лично мне очень нравится. И я думаю, те, кто вот, ну, приверженцы консервативного более дизайна, стиля, там, ну, такого не консервативно устаревшего, а такая современная классика, что ли. По-моему, здесь все очень вкусно и так уютно по-домашнему сделано. Пару слов про самое базовое. Это руль. То есть он здесь настолько хорош, что про него даже не приходилось говорить сначала. Мне полностью нравится его анатомия. Что-то такое на ваговском, но в то же время не вызывает таких ассоциаций. Я в принципе хотел большим плюсом отметить то, что здесь вообще, на мой взгляд, в интерьере не к чему придраться с точки зрения, что это взято оттуда-то. Здесь прям все классно, индивидуально. И вот, в частности, руль мне очень нравится. Он красив внешне, он очень анатомичен, классный хват, им приятно рулить. Вот. Ну и здесь он отлично перешит в дополнение. Кнопки тоже, кстати, очень удобные и интуитивные. Вот. С точки зрения селектора КПП, отмечали в других обзорах, что, мол, здесь какой-то дешевый пластик. Не согласен, то есть он, когда у нас салон охлаждается, он холоднее всего остального, то есть как минимум это какое-то стекло, может быть, либо даже хрусталь. Вот. Ну и как бы, да, также есть алюминий. Единственное, насчет дерева, как бы, уверенности нет, но материалы, просто поверьте, друзья, они здесь не вызывают вопросов. Вы здесь окутаны качеством и комфортом. Сиденья по профилю, ну, что-то такое мерседесовское, они мягкие. У них вот эти вот 3 такие подушечки приятные. Вы их прямо ощущаете своим, так сказать, телом. Сидится в них хорошо. Поясничный упор здесь есть. Боковая поддержка, на самом деле, не слишком-то развита, особенно учитывая то, что я говорил, на этом автомобиле вполне можно похулиганить. Но они, да, именно больше под такое комфортное перемещение. Тем не менее, даже при активной езде, ну, в общем-то, по крайней мере, водитель из них не вываливается. Пойдемте назад. Хопа. Задний ряд. Видим, что он здесь, в принципе, сильно похож на передний. Двери, кстати, не очень широко открываются, да? В целом нормально, завязать удобно достаточно. Ну вот. Ну да, потолок в машине высокий с этой точки зрения. Здесь есть крючок, там повесить пиджачок, курточку, там что вам понадобится еще. Давайте разместимся. Здесь, конечно, главное не подраться за место справа, потому что обычно конкуренция между пассажирами возрастает только за переднее место. Вот. Но здесь можно еще и за правое поспорить. Вот так максимум можно отодвинуться назад. Сижу сам за собой, мой рост 190 сантиметров. Мы видим, да, посадка комфортная, но избыточно ее не назовешь. То есть у меня перед коленями не так много места сохранено уже, вот. А если подвинуться поближе вперед, все, я себя практически скукожил. В общем, примерно вот так начинает комфортно становиться сидеть. Здесь какой, наверное, момент дисбаланса хочется отметить, то что даже переднее сиденье, если отодвинуть его максимально назад, как оно уже сейчас сделано, оно вот находится, кстати, чуть даже ближе к переду, чем водительское сиденье. То есть спереди вот мне с ростом 190 развалиться прям максимально комфортно, если никого сзади нет. Не получилось. Там сидишь комфортно, но все равно как бы ножки остаются в таком полусогнутом состоянии. Это сделано, я так понимаю, в угоду как раз того, чтобы разместить и задний ряд с нашим супер сиденьем, вот этим, которое сейчас покажем, там сиденье креслом стоматолога, и плюс третий ряд. Мы пришли к выводу, что размещение третьего ряда, конечно, здесь довольно спорное, потому что не
при каких обстоятельствах не оказывается полезным этот третий ряд, потому что там даже 10-летний ребенок особо с комфортом разместиться не может. Кармашки впереди, в остальном что? Все привычно, то есть здесь никаких прибамбасов, мониторов нет, но есть свой блок климата, вы можете активировать себе подогревы, обдувы. На удивление, вы сзади даже можете включить общее мультимедиа, ну и можете увеличивать, уменьшать скорость обдува вот из ваших воздуховодов. Подытожив, наверное, такой достаточно средний задний ряд по меркам автомобилей этого класса, тем более, что давай подтвердим вот эти слова. Ну, то есть вот, я нахожусь спереди, моя посадка, безусловно, комфортная и даже достаточно вальяжная, но мне еще есть куда разгибать ноги. Вот. И в принципе я бы мог отодвинуться назад еще, но сиденье мне этого сделать уже не позволяет. В угоду чему это было принесено в жертву? То самое нулевой гравитацией или кресло стоматолога, как мы его прозвали. Вот это сиденье. Садимся. Называется это все дело Auto Lounge. Вот. Активируется вот этой вот кнопочкой. Отъезжаем немножко влево. Make sure the area to the front and rear of the seat is free of obstacles like people and objects. Нас, соответственно, китайская стюардесса уведомляет о том, что с нами сейчас происходит. Небольшая атаманка выдвигается, и как будто бы не хватает поддержки спереди, да, чего-то. То есть вы должны будете упираться в это сиденье, которое даже отъехав, вот, ну, для человека ростом 190 здесь как бы особо не разляжешься. И действительно не хватает, даже причем при закрытой двери, потому что вот этот подлокотник будет от вас далековато, не хватает поддержки какой-то опоры справа. Здесь подлокотника нет. То есть даже вот этот вот подлокотник, мы видим, он далеко, на него не обопрешься. И вот, то есть мы расположены примерно вот так. Да, полежать немножко, отдохнуть, почилить можно, но не сказать то, что это какое-то положение, в котором можно всерьез и надолго там находиться и ехать, ну, во всяком случае, при росте 190 или 185, например, да. Для девчонок или для детей, возможно, здесь как бы и будет прикольно, но лично мы сделали вывод, то, что эта история больше про вау-эффект, про продажу, про УТП, потому что, ну, УТП, что эта штука неплохо, мол, да, сиденье с нулевой гравитацией, всем интересно, что это такое. Возвращаемся в привычное положение. Make sure the area to the front and rear of the seat is free of obstacles like people and objects. Так, значит, по поводу багажника. Сейчас у нас получается он на 688 литров, это его такая условно максимальная емкость. То есть, ну, понятно, что второй ряд сидений мы здесь уже не сложим, но для перевоза длинномеров не самый подходящий автомобиль, но благо, наверное, и не совсем он заточен под это. И 176 литров всего будет багажник у нас вот в таком состоянии. Возможно, сейчас кто-то удивится, что здесь нет электропривода для сложения, разложения третьего ряда. Ну, соответственно, все, чем обеспечен третий ряд, это вот эти вот две скромных сидушки и мягкие подлокотники с подстаканниками. И также свой вывод климат-контроля. Музычка здесь тоже играет, как бы у них своя по-своему. Вот, но пространства там крайне мало даже для ребенка, как уже сказали. В остальном по багажнику что? Вот, как уже сказали, есть ощущение, что немножко не доиграли с балансом. То есть для того, чтобы сделать это супер сиденье на втором ряду, чуть-чуть не додали комфорта и возможности длины пространства, да, для переднего пассажира. Дальше что получаем? Сзади у нас два пассажира. Один обделен этим типа супер сиденьем, второй вроде как его имеет, но использует вряд ли очень часто. И дальше третий ряд, который сильно обделяет комфортом даже маленьких детей. И дальше багажник. И то есть тоже что с багажником. Здесь есть розетка на 220. Здесь есть прикуриватель, конечно. Ну и есть пара крючков по бокам для пакетов. Соответственно, здесь у нас устроена там всякая электроистория. Видим, аккумулятор здесь располагается. То есть тоже здесь под нишей особо ничего не сохранишь. Обычно, наверное, будет использоваться он в таком виде, но тогда возникает вопрос перегородки между двумя сиденьями. То есть
если использовать его так, у вас как будто бы все может норовить улететь вперед. Если поднимать эти сиденья и поиспользовать их как перегородку, ну, во-первых, у нас тогда очень маленький багажник, как в небольшом хэтчбеке, а во-вторых, ну, а третий ряд что тогда? Просто будем там какие-то вещи складировать. Ну и здесь, да, и здесь конструктивно мы видим, не предположена шторка багажника, потому что здесь даже нет каких-то рельсов, там, рейлингов под нее. Давайте, да, пойдем на третий ряд, и сейчас мы посмотрим, сколько там места не для китайца. Напомню, мой рост 190, я сдвигаю вот это сиденье максимально вперед, давайте. Вот так вот оно размещается. Смогу ли я теперь на нем сесть? Я вижу, что вроде бы смогу, да. Мне здесь сейчас комфортно, но мы, в принципе, могли бы видеть, что переднему пассажиру сейчас было бы, в свою очередь, не очень комфортно сидеть. Давайте я размещусь на третьем ряду. Пытаемся его понять всеми силами. Опа! Ну вот. Сейчас я здесь сел условно комфортно, но мне бы не хотелось иметь пассажира с собой, еще одного уж точно. Мне бы не хотелось иметь какого-то здесь коллегу. Здесь точно должен регулироваться наклон спинки, потому что она сейчас просто меня вперед загибает. Вот, я не вижу таких возможностей здесь, не нахожу. Ну, в общем, здесь не слишком удобно, друзья. Вот так вот. Ну и опять же, да, по отзыву 10-летнего ребенка здесь тоже не слишком удобно. Что 10, что 30, отзывы одинаковые. Как-то так. Лично у меня не особо получается понять здесь третий ряд. Если рассматриваете необходимость именно третьего ряда, посмотрите наш обзор с Ford Explorer. Понятно, что автомобиль, возможно, более скромный, но ведь можно и более новые версии посмотреть. Там, кстати, третий ряд достаточно приятно удивил. Еще история, про которую не рассказал. Вот этот нижний рычажок отвечает за адаптируемый круиз-контроль. Из того, что важно, здесь можно настраивать следование за впереди идущим автомобилем и выбирать одну из 4 дистанций. Так или иначе, поверьте, друзья, в пробках московских это просто супер удобная фишка. Сегодня ее протестировал, для меня, для самого механика пока непривычная, но кажется, что привыкнуть к ней можно достаточно быстро, и она удобна. Ручки, да, выдвигающиеся, немножко подрагивают, но в целом они тоже довольно качественные на ощупь, да. Подрагивает она именно потому, что у нее здесь ход свободный, как бы она здесь выходит. А в принципе такая хорошая увесистая ручка, жалоб на зимнюю эксплуатацию не замечено. Значит, ежегодное ТО, оно здесь стандартное для китайцев раз в 10 тысяч километров. Меняете масло в двигателе внутреннего сгорания, меняем воздушный фильтр, меняем салонный фильтр. Стоимость его стандартная, в принципе, для дилерских техобслуживаний, да, в районе 20-25 тысяч рублей. Это будет стоить вам ежегодное техобслуживание. Замена охлаждающей жидкости. Это следующий важный нюанс для всех автомобилей с интегрированными такими вот крупными батареями, да, она здесь на 40 киловатт-часов, напоминаем. Здесь охлаждающей жидкости аж 22 литра. Менять ее необходимо раз в 3 года, либо раз в 40 тысяч километров. Замена обойдется на дилере в 50-60 тысяч рублей охлаждающей жидкости. По рекомендациям, по-моему, это 40-60 тысяч километров, но на практике знаю то, что свечи, особенно учитывая, как они работают здесь, то есть это может быть непостоянная работа, они вполне могут ходить и по 100 тысяч километров, то есть сильно не парьтесь про это, друзья, этот автомобиль все равно по обслуживанию, по большому счету, проще привычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Все автомобили сервиса Eito, официально поставляемые в Россию, оборудуются полным приводом, соответственно, поэтому актуальна для них замена масла в редукторах спереди и сзади. Происходит это на пробеге от 60 до 100 тысяч километров, соответственно, нижняя граница 60 тысяч километров. Замена на обе оси масло в редукторах будет стоить 40-50 тысяч рублей на дилере. Тормозная жидкость традиционно раз в 2-3 года, замена в районе 5-10 максимум тысяч рублей. Вот. Ну и мы, в принципе, напоминаем то, что да, этот автомобиль имеет официальный сервис в России. Для кого-то это важный плюс. Пожалуй, основной козырь этого автомобиля перед Лисяном, если не смотреть на все остальные потребительские качества, да, которые там где-то субъективны, так это гарантия. Гарантия на все идет 2 года. И гарантия на силовую часть, на батарею, на электродвигатель, на ДВС, она идет 4 года. У автомобиля в целом, мы опять же вот с Владом, покатавшись вдвоем на нем, сошлись, что при посадке в автомобиль, при том, что у нас схожая комплекция, там, да, рост там 185-190, минимально настраиваешь автомобиль под себя. То есть, в принципе, обзорность, крупные боковые зеркала, все, в общем, обустроено так, что ты садишься и едешь. Привыкать к автомобилю долго не нужно.
Это круто. И как я уже говорил, ощущается классно у него габариты. Единственное, что вот отмечается после BMW, после Мерседесов, они даже при крупных размерах очень маневренные машины за счет заднего привода преимущественно, за счет там выворота руля, у них как бы выворот колес больше, чем в других автомобилях бывает. То есть даже на большой машине ты прям можешь классно парковаться, классно там ездить задом, все дела. Здесь при парковке она достаточно такая неповоротливая тетя, в общем, но, наверное, можно это ей простить. В целом машина едет приятно. Я вот каждому настоятельно рекомендую. Эти машины от Москвы до Благовещенска в России продаются на дилерах Mercedes-Benz. Пройдите тест-драйв, друзья, машина приятная. То есть, как минимум, сравните ее с теми ощущениями, которые вы там получаете от своего автомобиля, от автомобиля, который рассматриваете к покупке. Такой, значит, нюанс. При пользовании поворотниками, а я ими активно пользовался эти двое суток, заметил, что при выключении поворотника в одну сторону ты как бы включаешь невольно поворотник в другую сторону. И это циклично. То есть ты дальше начинаешь пытаться его выключить, и он у тебя включается в разные стороны. И при этом я замечал, что на джиле или на танках у людей в городе, в потоке бывает такая же фигня. И с танками даже были видео там какие-то, мол, что вот владельцы танков, как они пользуются поворотниками. То есть это такая какая-то псевдо-БМВшная история. Ну, владельцы BMW эту практику давно уже решили, просто перестав пользоваться поворотниками, как мы знаем. Но здесь пока люди пытаются, и вот тоже, если это как-то решается, подсветите, пожалуйста, и не показалось ли мне, то есть у меня действительно вот была такая история вчера, я просто еду на МКАДе, лево-право, и она у меня, ну, я его просто в среднее положение ставлю, а он вправо включает, короче, хотя я влево перестраивался. Еще, наверное, что стоит отметить, все равно мы понимаем, что, несмотря на то, что в России это Seres, но в Китае Eito продолжает сотрудничать с Huawei, и Huawei — это огромная корпорация, которая, в принципе, обеспечивает технологическое лидерство. И я думаю, что для этих машин будет характерно за счет обновления софта, соответствие всем вот этим вот технологическим новшествам, у них всегда будет очень все здорово именно в плане там программного обеспечения. Она у вас будет всегда, так сказать, up to date. Опять же, да, то есть мы уже отметили то, что здесь также впечатляющий проработанный интерьер. Видно, что над ним работали так скрупулезно. Много ниш для хранения, все они обиты мягкими материалами, или там Type-C зарядок, эргономика на высоте. И про заднюю часть вернемся еще раз, то есть много вопросов, то есть мы видим автомобиль, да, его вот так вот разделяем. У нас здесь большая достаточно часть. В принципе, если посмотреть длину салона, это большая часть салона. При этом к эргономике задней части, ну, есть вопросы. Хотя, опять же, отмечу, да, если вы будете пользоваться вдвоем-втроем, вопросы, по сути, остаются только к багажнику. И даже вчетвером. Вам багажник, как бы, может понадобиться большой. Вот, ну, на многих автомобилях, скажем так, багажное пространство, оно все-таки организовано лучше. Есть куда стремиться, я не знаю, может быть, в рестайлинге или в одном из следующих рестайлингов это там как-то проработают. Будем надеяться на долговременное сотрудничество с китайскими коллегами, и что как бы они будут плотно браться за наш рынок. Мы любим хорошие машины, комфортные, и есть у нас на что их купить. Что еще? Да, то есть третий ряд не могу не сравнить с Лисянгом, то есть они в L7 отказались, да, от третьего ряда при схожих размерах автомобиля и просто сделали цельный задний диван. Вот как будто бы за счет этого выиграли. То есть это такая более простая, вызывающая меньше вопросов концепция. Она не вызывает вау-эффекта, но она и вопросов не вызывает, потому что к ней все привыкли. Вот просто 2 спереди, 3 сзади, там 2,5, да. Под вечер вернулись на район и освежили впечатление от Лисянга L7. Спасибо нашему другу Тимуру за эту возможность. Поставили машины рядом, можно сравнить, как они выглядят, и мы только что сравнили, как они едут. Ну что, друзья, сказать. Вернувшись к ощущениям про Лисян, я обрадовался от одного и расстроился тоже от одного. Обрадовался от того, что в тесте на этот Лисян L7 мы его расхвалили, и могло показаться, что где-то даже чрезмерно. Но вернувшись сейчас за его руль и проехав еще раз, я понял то, что мы не преувеличили. Автомобиль действительно очень комфортный, и будем откровенны, пока что, на наш взгляд, у Лисянга сделать семейный кроссовер получилось лучше, чем это получилось сделать у Eito и у Seres. Во-первых, здесь у нас классическая концепция 2+3 или 2+2,5, если говорить про
второй ряд, где не всегда комфортно ехать втроем. Так или иначе, она классическая. У нас полноценный задний ряд и полноценный багажник, нормальное багажное отделение. Здесь начали что-то придумывать, сделали 2-2-2, при этом абсолютно не впечатлил третий ряд и под вопросом ряд второй. То есть, если бы они также сделали классическую компоновку, как мы это видим, ну, получается только у китайских версий, которые идут там под определенный заказ, такие комплектации, я думаю, это был бы более выигрышный вариант, потому что здесь, получается, проиграл, как мы говорили, в комфорте и передний пассажир, у задних пассажиров какая-то вот эта непонятная история с суперкреслом, который по факту вряд ли вы будете в повседневе пользоваться. Ну и совершенно невыразительным получился багажник. Но, тем не менее, мы не будем навязывать наше субъективное мнение, потому что мы можем вспомнить, что L9 лисянги продаются даже лучше L7. А ведь там 3 ряда, и как раз там тоже мы получаем этот отсутствующий багажник. Давайте разбавим наш деготь. Эта машина на гарантии. Ребята, это большущее преимущество, о котором вы вспомните тогда, когда что-то начнет ломаться. Вот на этом лисянге на 7000 километров уже есть проблемы по салону. То есть там, ну, здоровенные мужики, опираясь на подлокотник, могут вполне что-то повредить. Я уж не говорю о том, что могут начаться проблемы по механической части. И тогда все будет довольно серьезно. Отправлять машину в Китай, оставаться на месяц без автомобиля, платить деньги за доставку автомобиля до Китая и обратно – это сомнительное удовольствие. Здесь вы доезжаете до ближайшего дилерского центра МВ РУС и, соответственно, подаете заявку на вполне официальный сервис. При таком условии мы понимаем, что Aito M7, а ниже CRS M7, на данный момент автомобиль по своей сути вне конкуренции. Потому что где у него конкуренты? Автомобиль комфортный, экономичный, который едет 5, даже меньше секунд до 100 км в час. И он новый, на гарантии, за 6-7 миллионов рублей. Также нужно отметить материалы, да, из которых исполнены интерьеры у обоих автомобилей. Да, здесь все прикольно, да, здесь все интересно, но владелец лисянга нам сказал, что все-таки здесь все более монументально и более здесь дорогие материалы. Все-таки этот автомобиль ощущается чуть дешевле в интерьере. После того, как мы прокатились уже на свежих впечатлениях от Aito и сели в Лисян, да, это так. Ну, действительно, здесь из того, что сразу бросается, так сказать, в органы восприятия, ты садишься, у тебя офигенно мягкое кресло. То есть, вот если вы любите более такие мягкие ощущения, то да, здесь вам понравится. Лично мое сравнение, то, что этот автомобиль у нас чем-то напоминает вот характер Range Rover, а этот автомобиль у нас, как ни странно, напоминает по характеру больше BMW. Я сам езжу на BMW и знаю, о чем говорю. При том, что внешне, согласитесь, тут скорее идет наоборот. Вся эта разница уловима только когда вот вы имеете возможность сравнить эти автомобили в коротком промежутке времени. Пока мы катались 2 дня на этой машине, нам она казалась во многом равной и повторяющей Лисян. Как себя покажет эксплуатация в более длительном промежутке времени, непонятно. Например, нам кажется, что здесь материалы, возможно, более износостойкие. Опять же, рынок все рассудит. Субъективно мы все сошлись на том, что Лисян выглядит борзее, шире и выглядит просто интереснее, производит вау-эффект. Но, как мы уже говорили, возможно, вам понравится не слишком выделяться из толпы и иметь более такой миловидный облик. Опять же, оба автомобиля по-своему симпатичны. Таким образом, мы со всей ответственностью от канала Колесников можем рекомендовать следующее. Выбирайте сами, друзья, но необходимо прокатиться обязательно и на этом автомобиле, и на этом. И только потом делать свой выбор. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Мы обязательно на все ответим. Ожидайте новых крутых видосов. Для этого подписывайтесь на канал. Поехали дальше.